26 апреля в начале второго часа ночи на четвертом блоке произошел взрыв. Вечером того же дня было принято решение об эвакуации жителей поселка энергетиков Припять. The Chernobyl nuclear disaster is the biggest nuclear power plant explosion to date. The incident caused a 30-kilometre exclusion zone to be deemed uninhabitable for humans for the next 20,000 years, and the nearby town of Pripyat was completely abandoned. That is, until 2011, when the prohibition of entry for the general public was lifted, and the ghost town of Pripyat became a popular tourism destination. Alongside the blossoming tourism industry bringing in more and more people, the number of illegal trespassers, commonly known as stalkers, has also been on the increase. 3 decades on, the radioactive exclusion zone is once again welcoming human crowds. Но мне родственники рассказывали, то есть про аварию. Вот, и мне потом захотелось уже, потом, когда я подросла, мне захотелось уже туда сходить, посмотреть, что там, как. Вот. Потому что там, ну, там тишина, там романтика, там можно уединиться, там красиво. To the people who enter it, the zone seems to be an entity that takes a hold of them. Why are so many people drawn to this dystopian wasteland, despite its dark history? Когда мы первый раз сюда приехали в виде туристов, у меня своя команда была, просто людей, которые интересовались зоной. И вот после того, когда я сюда первый раз попал, я понял, что заниматься своей прежней деятельностью я больше не могу. Я впечатлился зоной, приехал домой, неделю побыл в такой, таким полудепрессивном состоянии, понял, что заниматься больше чем-то другим я уже не смогу. Что зона действительно очень сильно захватывает мозги, и настолько сильно, что человек полностью может даже изменить свой привычный образ жизни. Поначалу мене привлекло банальный интерес к Чернобыльской зоне отчуждения, но далее я понял, что увлечение, по сути, всей моей жизни. По сути, увлекаюсь урбан-туризмом. Только не ходил по Киеву и окрестностях Киева. Лучшего места, чем Чернобыльская зона отчуждения, я не нашел. Даже в интернете есть такой слоган: «Солнце, воздух, рыжий лес, лучший отдых на ЧС». Поэтому я с ним не спорю. Для меня это все-таки как родной дом. Я здесь провел уже большую часть своей сознательной жизни. Все-таки 20 лет из 45 это большой такой довольно-таки участок. Для каждого человека есть такое место, куда ему приятно или неприятно возвращаться, но куда все равно тянет. Что именно заставляет возвращаться? Одиночество. Просто в какой-то момент у меня бывает, что устаю я от людей, устаю я от общения, от всего вот этого, от города в первую очередь. Для меня это просто способ сбросить рутину. Just keeps on drawing you back. It's like a magnet. It's just such a fascinating place. The Chernobyl disaster is a perfect lesson on the terrifying potential of human error. A post-apocalyptic vision of a life after humans. Following the evacuation, the town of Pripyat remained an unadulterated paradigm of the Soviet Union era. That, and its overall historical significance, seems to draw many people to it. Yeah, I think for young people and stuff, it's very valuable to kind of go and see that and experience it and just see what the aftermath of it's like, because when you watch the news and see something bad on it, it's kind of quite difficult to understand the gravitas of the situation. But when you actually go there and see it firsthand and see the remnants of it, and you can connect with it a lot better, can't you? And it's a growing experience in a sense, isn't it? Because you're just going to think to yourself afterwards that you're never ever going to permit yourself to make any decisions which could end up in a worst case scenario like that.
То есть, если, скажем, ты живешь в нормальном мире, в адекватном, да, где все у тебя хорошо, где окружают тебя нормальные люди, где все замечательно с экономикой и так далее, ты привыкаешь к этому, думаешь, что значит будет и так дальше, да. Ты приезжаешь в Припять, ты понимаешь, что вот то, что было у людей здесь, может за один день превратиться просто в пыль и в ничто. Приезжаешь домой к себе, опять попадаешь в этот, как бы, ну, можно сказать, рай, да, рай из ада в рай. Понимаешь, что опять все хорошо, все замечательно. Оно отчасти еще получается как бы вернуться в детство, да, то есть, ну, грубо говоря, я в совке родился, ну, то я не помню, я помню, когда уже, то есть, Украина стала независимой, но все равно у нас вот визуально был совок, то есть, нет этих бигбордов, реклам, короче, прочей этой вот всей фигни, вот. Вот там вот ходишь и детство как бы вспоминаешь. Я себе не представляю просто, как бы Припять выглядела, вот если бы не авария и так далее, что бы там было сейчас. Ну, это то же самое, что и в Киеве. Куча бигбордов, там казино, всякие фаворит спорт и тому подобное. Короче, хрень, где игровые авто. Припять, она очень своеобразна, но подобная архитектура встречается по большей части нашей страны. Ее можно рассмотреть во многих городах. Но везде она уже была гипертрофирована, она была уже перестроена, она каким-то образом уже развивалась в послесоветские года. Потому найти в исходном виде то или иное здание, ту или иную планировку, тот или иной объект уже невозможно. Здесь же все стало в 31 год назад, в 1986 году. Здесь все действительно осталось так, как оно было. Вот, наверное, за этим идем, увидеть, как оно было. So with the setting of Pripyat town itself, when you get on top of the rooftops, it's just set amongst the forest that is literally as far as the eye can see. You look in every single direction, you cannot see a town, a city, any kind of semblance of human interaction with the landscape whatsoever. So I guess it's kind of the Soviet philosophy, isn't it? We're going to conquer the world, we're going to conquer everything around it. Just wandering around the streets, seeing plants growing in the buildings as well. The whole place is just taken over by nature. Proper example of life after people. It's like beautiful but horrifying at the same time. Many entering the zone are humbled by nature's way of reclaiming territories previously taken over by humans. The stalkers, in particular, find appreciation in the naturally forming nature reserve within the vast forests of the 30-kilometre exclusion zone. It is an experience exclusive to the stalkers' illegal way of touring the guarded zone. Ну, легальные походы это простая экскурсия. То есть все дорожки уже изведаны, все это изведано, и нету ничего интересного. Вот. А когда ты идешь сам, даже толком не зная карты, не зная местность, то есть ты именно вот исследуешь. Это авантюризм. Это не передать словами. Может, есть какое-то любимое воспоминание из похода или самое запоминающееся? Ну, один раз вот сидел вот у своего прудика любимого, семья кабанов пришла на водопой. Вот. Ну, посмотрели друг на друга, они попили воды, что-то там походили, порыли и ушли. Ну, вот. Нашли что-то себе, видимо, покушать и разбежались. Я волков не встречала, но тоже я проходила вот вой был рядом, то есть слышала, как они ходили, но вот так, чтобы не видела. Но мне как-то, меня не пугает то, что они есть там. Если б я увидела, я не знаю, мне так хоть его почискать. А, ты тогда барсука, мы барсука с ней встретили, буквально вот так вот. Какой Вот классный. как это стенка взял, такой лежал, такой большой, такой толстый. Красивый, мягкий, Я сразу потискать. отбежал в сторону, она вот такая, ай, барсук, барсук. Я говорю, куда? Я говорю, барсук, они ж Я кусаются. просто животных люблю. Мои.
Ощущение от нелегального намного ярче, чем от путешествия на легальную экскурсию. Во-первых, уровень адреналина гораздо выше. Во-вторых, вы можете зайти в такие места, в которые вас не ходят. Также вы можете сделать так называемую проверку на прочность. Они могут называть себя хоть кем угодно, сталкерами, не сталкерами. Ну, скажем так, жизненная необходимость этих людей посещать эту зону, я считаю, все-таки нет. Для них это все-таки какое-то развлечение, это какая-то игра, это какая-то усталость. Как для меня, вот лично для себя, я решил, что их есть два вида. Есть сталкеры, люди идейные, которые лезут сюда, идут в зону отчуждения с точки зрения исторической. С точки зрения увидеть то, что было брошено, то, что было эвакуировано 31 год назад. То есть каким-то образом стать частью истории. А есть люди, которые просто идут себя подруковать, поразрисовывать стены, там, побить стекла. То есть ко второй категории людей я отношусь крайне негативно. Если я таких людей замечаю, я готов их сдавать и всячески способствовать, дабы их отсюда выдворили, и они сюда никоим образом не попадали. The growing crowds carry with them a wave of destruction. Not everything in the town of Pripyat is preserved as it was left behind. Some have shown disrespect towards the capsules of history contained within its grounds by purposefully vandalizing the buildings and the surrounding monuments. The abandoned town is once again marked by human actions, but this time it is to its demise. К сожалению, 80%, наверное, туристов, которые сейчас заезжают в Чернобыльскую зону, это люди, которые приезжают один раз в нее только, чтобы просто посмеяться, посмотреть там, да, ну и расслабиться с друзьями там на выходных. Вот и все. Это печально. Бегают, валяют дурака, находятся в нетрезвом состоянии. Вот, им весело здесь. То есть они совершенно, они совершенно не хотят помнить историю о том, что если бы выстроить вот перед этими людьми то количество людей, хотя бы вот так, приблизительно, которых уже нет в живых из-за того, что произошло в 1986 году, я думаю, им так бы весело не было бы. There's a radar called Dugar 3 or Dugar 2, I can't remember what it is. And it's nicknamed the Russian woodpecker. Technically, you're not meant to climb it, not the big one anyway, but people climb the little one to the side of it. I got 3/4 of the way up before me and a friend gave up. It's metal, isn't it? Yeah. Were you not afraid of climbing that and getting the radiation on you? No, because even though we were told not to touch anything metal, people still do. Я скажу так, вот 14-й год, да, я ходил в походы. За 14-й у меня где-то 6 или 7 походов насчитывается. Вот. Ну, в основном там все автобусы становятся на центральной площади. Вот я видел там по 3, по 4 микроавтобуса. В этом году я их в Припяти вижу по 15, по 20 штук уже. Идешь по Припяти, там где-то от мороженого бумажка валяется, где-то от чипсов, короче, где-то пустая пачка с-под сигарет. Я не считаю, что нужно ограничивать трафик туризма. Фактически это стихийный трафик, его невозможно будет контролировать. Но, скажем так, хорошо, что людям это интересно. Плохо, что иногда на этой площади ты выходишь, а тут сотни человек стоит. Очередь сфотографируется на фоне колеса. No matter what draws people to visit the Chernobyl exclusion zone in the first place, it is undeniable that the zone is a place where many can find something unique for themselves that keeps them coming back. Whether it is the sense of nostalgia towards a childhood in the Soviet Union era, or the naturally forming and densely habited nature reserve that allows for a unique proximity to wild animals. The sense of isolation and peace of a strictly guarded exclusion zone that provides an escape from the burdens of civilization. For some, perhaps, it's the thrill of being somewhere they don't belong,
doing things they're not supposed to. Many also enjoy the idea of being at the site of the biggest nuclear disaster to date. That gives them a sense of being a part of something bigger. Regardless of their reasons, most that have visited the zone agree that it's a very special place.